Да, пожалуйста. Мария Петкова, Al Jazeera English. У меня два вопроса. Будет ли Россия признать результаты экспертизы организации по запрещению химического оружия? И выполняет ли Россия авиаудары по зоне деэскалации в провинции Идлиб сейчас? Что второй вопрос, не поняла? Авиаудары, российские авиаудары, да, по зоне деэскалации в Идлибе. Второй вопрос – это к Министерству обороны, пожалуйста. А что касается первого вопроса, вы понимаете, мне сложно об этом опять начать говорить. Есть международное право. В рамках него есть созданы инструменты разрешения сложных, иногда трагических ситуаций, и опасных в том числе. Есть организация по запрещению химического оружия, есть конвенция, там прописаны все методики и все правила разрешения подобных вещей. Первое, что мы сделали, мы обратились именно к этому инструментарию. Мы хотим, чтобы Россию привлекли к разрешению этой ситуации и к исследованию того материала, который на сегодняшний момент имеется. Говорить о том, что есть, как вы относитесь к тому, что будет сделано, как это гипотетические вещи. Мы говорим о конкретике. Есть статьи конвенции, давайте их задействовать. Есть российские эксперты, которые могут точно так же начать работать, как и работают британские эксперты, эксперты ЛЗХО. В чем проблема? Почему отсекают? Вы понимаете? Я, например, не понимаю. И мы вообще не понимаем. Поэтому в этом проблема, что не дают ни по двусторонней линии, мы не видим никакого, не то что желания, а наоборот стремления не допустить взаимодействия такого равноправного и основанного на какой-то правовой основе по линии УЗХО. Вы о чем говорите сейчас? Вот объясните мне. Вы, опять же, мы переходим в разряд покера, мы говорим об игре в карты, как карта ляжет. Вот к этому мы говорим, об этом мы говорим. Либо мы говорим о серьезных вещах. Давайте я вам еще раз напомню. На территории Великобритании применено, как говорит британская сторона, вы понимаете, не надо закатывать глаза, не надо говорить, потому что мы это уже слышали, мы тоже это слышали. Только мы не получили ни одного материала на этот счет. И вы говорите, а вы с результатами-то согласитесь? С какими? На основе чего полученными? Мы только из-за... Подождите, а что тут понятного? Нам непонятно. Вот вам понятно, кого, если осматривали, или кому был допуск со стороны, кому приходили эксперты ОЗХО? Вам понятно? Конечно, вам непонятно. И нам непонятно. Я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что речь идет о гражданах Российской Федерации. Удостоверить их личность может Российская Федерация. Кому приводили, если приводили экспертов ОЗХО? Можете вот объяснить? Какие документы показывали? Кого им показывали? И показывали вообще? Вы знаете это? У вас есть материалы? У нас нет ничего. Как могут эксперты международной организации сказать о том, что кто перед ними находится? Если, как, опять же, и по утечкам из прессы, и в ходе вот какого-то частичного заявления Терезы Мэй эти люди находятся в бессознательном состоянии, не могут говорить, и их состояние уже, я, по-моему, вот правильно сейчас проведу цитату, уже никогда не будет по-прежнему хорошим. Эти люди, значит, не могут сказать, кто они, не могут объясниться, не могут показать документы. Кого им показывали? Этим экспертам УЗХО, если вообще был такой контакт. Но это же все игра в черную. И вы говорите, а вы примете вот в этом абсолютном шулерстве, которое происходит, вы результаты примете? Мы говорим, давайте, может быть, начнем какой-то диалог официальный. А тогда встречный вопрос, а почему вы не принимаете заявление российской стороны относительно того, что Россия не имеет к этому вообще никакого отношения, но при этом хочет получить материалы? Понимаете, вот либо это игра, как всегда, а-ля Ирак, либо это серьезный разговор. Понимаете, это то же самое, если бы кто-нибудь тогда подошел к Колину Павлову и сказал бы, дай пробирку. Дай пробирку. И если бы он ее дал, то тогда не было бы десятилетней войны и не было бы сотен тысяч жертв.
Понимаете? Но все же поверили. И вы тоже самое говорите. Вы поверите? Чему? Пробиркам? Чему мы должны поверить? Объясните, давайте начнем с элементарного, чтобы начать вопрос о доверии. Давайте начнем с формулы. Давайте начнем с того, что будет представлен и название вещества, и образец его. Что в этом сложного? При нынешних технологиях, что сложного передать России образец того вещества, которое имеется? Задайте вопрос по-другому. А почему Великобритания отказывается от взаимодействия с российской стороной? Почему? Ведь на этот вопрос никто ответа не знает, кроме как предположения, что это часть плана, просто не общаться. Когда ты не общаешься, ты никому ничего не обязан. Ты не обязан отвечать на вопросы, которые тебе задают. Ты не обязан ничего предоставлять. Ты не общаешься. Поэтому чему мы должны верить-то? Мы должны поверить, не знаю, фотографии, образцу, что должно быть на выходе, решение, заявление, о чем? Соотнесение препарата с чем-то. Что должны подтвердить? Вот на сегодняшний момент что должны подтвердить представители ОЗХО? Похожесть препарата на что? На семью каких-то других препаратов, которые находятся где? Из того, что было опубликовано вот на протяжении 3 недель последних, этот препарат, этого семейства может произвести, в принципе, средней руки лаборатория, как оказывается, что все технологии, все опубликованы. Если есть, так сказать, какие-то документы или какие-то материалы того, как это все происходило, как это было привезено, занесено, как это появилось, хотя бы дайте это. Чему мы должны верить? Вот этой бесконечно на вытянутой руке показываемой пробирке, под которой нас все время заставляют подписаться. Они в этой презентации сказали о малайзийском Боинге. Это вообще сильнейшее сравнение. Это очень сильное сравнение. Вся ситуация очень похожа. Сразу обвинили, вот просто сразу. А мы же их потом умоляли собрать обломки все. А они нам говорили о том, что сколько надо обломков, столько мы уже собрали. Мы говорим, там еще есть. Они говорят, нам больше не надо, нам хватает. Это, понимаете? Что же это такое? И опять, мы вас обвиняем, но мы вас не допускаем к ходу расследования. Что такое? Мало того, и Малайзию вначале тоже не допускали, а вдруг вопросы будут, потом допустили, через несколько месяцев. Мы все время должны верить вот этой вот вытянутой руке с пробиркой. Мы один раз, слава богу, видели, как весь мир поверил. Мы больше верить не хотим. Мы хотим верить доказательствам, даже не верить, а их анализировать. Мы хотим видеть материалы, мы хотим видеть данные, мы хотим видеть официальную позицию. Пока мы видим шоу, провокацию и политические заявления. Все. И мало того, то же самое видите вы. Единственное, что пока раздобыли, это вот эту презентацию. Больше никто ничего не предъявил. 6 кадров, один из которых заголовок.